Я приветствую зрителей канала Сварка Сервис. Шел я тут мимо магазина Светофор и дай-ка, думаю, зайду. Вдруг там продается что-то интересное. И действительно, увидел там вот это. Пусковые провода для автомобиля за сказочные 234 рубля. Конечно же, не смог пройти мимо и решил приобрести, чтобы проверить, что же они из себя представляют. Упакованы провода в простой пакет. Отдельной инструкции здесь нет. Вся информация на бумажке сверху. Провода пусковые. Допустимая сила тока до 200 ампер. Именно эту информацию очень хочется проверить. Действительно ли эти провода способны выдержать ток в 200 ампер. С обратной стороны написано: материал изготовления металл, ПВХ. Какой металл, не указано. Я подозреваю, меди здесь нет. Также отсутствует информация о температуре эксплуатации этих проводов. Только написано, что хранить нужно при температуре от 0 до плюс 40. Я думаю, что ни для кого не секрет, что чаще всего нужда в таких проводах возникает именно зимой, когда при отрицательных температурах падает емкость аккумулятора, а необходимый ток для прокрутки двигателя возрастает из-за загустевшего масла. Но никак не летом. Поэтому обязательно проверю, как эти провода себя поведут при отрицательной температуре. Благо на улице сейчас довольно-таки прохладно. Провода продаются не в Краснодаре, они продаются в Сургуте. Значит, предполагается, что покупать их будут жители Сургута. Очень интересно посмотреть, пригодятся ли реально жителям Сургута эти провода. Помогут ли они в экстренной ситуации, когда машина отказалась запускаться. Сварочный аппарат выставлен на ток в 200 ампер. Балласт, в котором установлен амперметр, чтобы можно было видеть реальный ток, протекающий в цепи. Сами пусковые провода, которые подключены в разрыв цепи. Пока только минусовой провод, то есть красный, не задействован. Лежит все это на стальной пластине. И свежий заряженный огнетушитель. На всякий случай. Что из всего этого получится, неизвестно. Давайте будем включать и наблюдать, что же может получиться. Довольно быстро все это дело загорелось. Кажется, огнетушитель мне действительно нужен. Не зря я его заправил недавно. По-моему, это можно назвать, что провода тест не прошли. Это было 200 ампер. Теперь представьте себе, если вот такое будет, когда вы подключите эти провода к автомобилю. Подключил красный провод. Давайте проверим его. Может быть, он как-то по-другому себя проявит. Нет, точно так же. Между черным и красным проводом разницы нет. Все это превратилось в один кусок. Если посмотреть внимательно, то видно, как расплавились жилы, и они из алюминия. Белые капельки видны.
Вот здесь тоже. То есть это алюминиевый кабель в ПВХ изоляции. Добавок ко всему очень тонкий. И никакие 200 ампер, разумеется, он выдержать не может. С проводами все понятно. Но остался отдельно крокодильчик. Я присоединил к нему провод 16 квадратов. Не очень толстый. Ну, для тока 200 ампер он в принципе пойдет. Давайте посмотрим. Может быть, отдельно взятый крокодильчик заявленный ток выдержит. Включаю. Ну, по крайней мере, он не сразу же сгорел. Но побежалости уже пошли. Да. Крокодильчик тоже греется. Довольно-таки прилично. Да, прошло меньше минуты. Загорится ли крокодильчик? Очень интересно. Может быть, для эффекта свет еще выключить? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Снова пожар. Снова пожар. Ужас. Загорелся провод. Все, выключаю. Что ж такое-то? Как же мне сегодня огнетушитель пригождается? Ну понятно, провод загорелся по той причине, что нагрелся крокодильчик. Вполне наглядно. Справа провода здорового человека, слева провода курильщика. Эти пусковые провода я сделал для себя лет 8 назад. Покупал самые дорогие крокодилы, которые были на тот момент, и кабель КГ 16 квадратов, ГОСТовский. То есть здесь настоящие 16 квадратов. Если пересчитать на нынешние цены, то такой комплект только по материалам получился бы, наверное, больше 3000. Хорошая, дешево стоить не может. КГ резиновый, он даже по заявленным характеристикам работает при температуре до минус 40.
То есть этот провод никогда вас не подведет. И даже если вам кажется, что он вам ни зачем не нужен, ну, это как огнетушитель. Если он не нужен, это замечательно. Но когда он нужен, он прямо очень сильно нужен, и вы уже будете готовы отдать любые деньги. Лично мне провода ни разу не пригождались. Но вот других людей я выручаю регулярно. Один раз было вообще смешное. На заправке передо мной мужик заглушил машину, залил бензин и завестись не смог. Ну, сдох аккумулятор, все, у него не хватало уже силы. Ну, видимо, у него зарядка аккумулятора умерла, я подозреваю. Соответственно, я его объехал, помог запуститься, ну и все. То есть даже если вам оно не поможет, ну, кого-то выручите. Кабеля 16 квадратов, в принципе, достаточно для подавляющего большинства техники. То есть любые легковые автомобили, бензиновые, дизельные и даже грузовые. Ну, исключение может быть только какая-то супер огромная спецтехника, типа Кировца с двигателем V12. Ну, для него, да, может быть, надо потолще уже будет купить. А в целом, для большинства задач вот такого вполне достаточно. Так что моя рекомендация всем иметь хорошие кабели. К большому сожалению, в магазине продается даже задорого всякая разная дрянь. Найти кабели хорошие можно. То есть есть кабели на основе именно кабеля КГ резинового. Но большая часть продается именно вот такая вот в ПВХ изоляции. Иногда ее обзывают силиконовой изоляцией. То есть это просто ПВХ с большим количеством добавок. На самом деле это не силикон никакой. Правильный силикон будет стоить гораздо дороже резинового. То есть я таких, если честно, в продаже не видел. И вот такая вот дрянь продается на самом деле. Я даже видел по ценам 3-4 тысячи рублей. А на морозе лопается точно так же, как вот этот. И что там внутри, ну, никто не знает. Скорее всего, тоже алюминий, просто чуть потолще. Так что при выборе кабелей очень внимательно изучайте, из чего они сделаны и какие на них отзывы. Тест получился весьма фееричным. Я знатно позабавился, наблюдая за всем этим. Но на самом деле все это смешно только до тех пор, пока рядом находится огнетушитель. А вот если эти провода вспыхнут, когда они подключены к автомобилю, владельцу будет реально не до смеха. В очередной раз можно убедиться, что когда на товаре написано, что он сертификации не подлежит, может продаваться все что угодно, в том числе и объективно опасный товар. Не забывайте поставить лайк, если вам было интересно, поделиться этим видео, ну а также подписывайтесь на Telegram и на канал Boosty. Там вы можете меня поддержать финансово, тогда таких тестов будет больше. На этом все. Всем пока. Берегите себя.